Морские глубины и просторы океана усеяны обломками кораблей, потерпевших крушение. Некоторые из них пролежали там тысячелетиями. По оценкам исследователей, на дне морском покоится около 3 миллионов судов различных эпох и стран происхождения. Многие из этих затонувших кораблей приобрели историческую ценность и даже охраняются ЮНЕСКО как объекты всемирного культурного наследия. Эта международная организация прилагает усилия для сохранения памятников прошлого от разорения и уничтожения. К тому же на борту этих судов до сих пор покоятся останки моряков, погибших в морских битвах. Рассмотрим же самые известные и легендарные кораблекрушения. Вильхельм Густлов. Немецкий военно-транспортный корабль, потопленный советской подводной лодкой С-13, 30 января 1945 года в Балтийском море во время эвакуации гражданских лиц и военных из Восточной Пруссии и оккупированных немцами стран Балтии, а также немецких военнослужащих из Гдыни по мере продвижения Красной Армии. По некоторым оценкам, погибло 9400 человек, что делает это крупнейшей гибелью людей в результате затопления одного корабля в истории. Изначально построенный как круизный лайнер для нацистской организации Kraft durch Freude в 1937 году, Вильхельм Густлов был реквизирован Кригсмарине, немецким военно-морским флотом, в 1939 году. В 1939 и 1940 годах он использовался как плавучая казарма для военно-морского персонала, а затем был оборудован зенитными орудиями и введен в эксплуатацию для перевозки эвакуированных в 1945-м. Дона Пас. Крупнейшей морской катастрофой в мирное время стало происшествие с пассажирским паромом «Дона Пас». Это гражданское судно осуществляло перевозку людей из столицы Филиппин в портовый город Манилу дважды в неделю. 20 декабря 1987 года в результате столкновения с танкером «Вектор», перевозившим около 1000 кубометров бензина и нефтепродуктов, погибло приблизительно 4400 человек. Через 2 часа после столкновения «Дона Пас» затонула, а танкер «Вектор» через 4 часа. Во время спасательной операции удалось спасти лишь 26 человек. По итогам судебных разбирательств комиссия по расследованию заявила, что на борту парома находилось свыше 4300 пассажиров, хотя официально было заявлено 1583 человека. Причиной трагедии назвали халатное отношение команд обоих судов к своим служебным обязанностям. Корабли лежат на дне Табласского пролива на глубине 500 метров практически неповрежденными. Ория. Норвежский пароход «Ория», перевозивший итальянских военнопленных во время Второй мировой войны, разбился о скалы в Эгейском море 11 февраля 1944 года. На борту находились 4046 итальянских военнопленных, 90 человек охраны и пассажиров, а также экипаж. Судам, сумевшим добраться до места крушения только на следующий день, удалось спасти около 30 человек. Это была одна из самых ужасных морских катастроф в истории и самая страшная морская катастрофа, вызванная затоплением единственного корабля в Средиземном море. Леджула. Это второе по количеству жертв кораблекрушение в мире. Паром, принадлежавший государству Сенегал, наиболее известен тем, что перевернулся у берегов Гамбии 26 сентября 2002 года, унеся жизни 1863 человек, и лишь 64 человека выжили. Считается, что это вторая по величине морская катастрофа, не связанная с войной. Судно следовало по маршруту из Зигеншора в регионе Казаманс в столицу Сенегала Дакар, вышло в море дальше разрешенного и попало в сильный шторм. По оценкам, проектная вместимость судна была превышена почти в 4 раза, так как на борту оказалось около 2000 пассажиров.
Большое количество размещенных на палубе пассажиров способствовало неустойчивости судна. Спасательная операция началась лишь спустя несколько часов. Royal Mail Ship Lusitania. Пожалуй, самое известное кораблекрушение в мире после «Титаника» – это крушение Royal Mail Ship Lusitania. Как и «Титаник», этот корабль считался крупнейшим в свое время, но в 1915 году он был торпедирован немецкой подводной лодкой. Большинство пассажиров, 1198 человек, погибли на месте. Многие историки полагают, что именно атака на Луситания подтолкнула США вступить в Первую мировую войну против Германии. Только в 1982 году стало известно, что этот корабль был оправданной целью немецких военных, поскольку в его трюмах находилось более 4 миллионов винтовочных патронов. Empress of Ireland. После гибели «Титаника» на этот канадский пассажирский лайнер установили новейшее оборудование для обнаружения айсбергов, так как он также пересекал Атлантику, следуя из Англии в Канаду. Трагическая судьба настигла судно во время 96-го рейса в 1914 году, когда Empress of Ireland столкнулась с норвежским углевозом Сторстад. Судно затонуло через 14 минут в заливе Святого Лаврентия на глубине 40 метров. Из 1477 человек на борту выжили только 463. В ходе расследования команды пассажирского лайнера и углевоза обвинялись в несоблюдении правил движения судов во время тумана. «Титаник». В начале 20 века британский трансатлантический пароход «Титаник» был крупнейшим пассажирским судном в мире. 10 апреля 1912 года корабль вышел из Саутгемптона в Нью-Йорк в свой первый и последний рейс. «Титаник» затонул в Северной Атлантике после столкновения с айсбергом в ночь с 14 на 15 апреля. На борту находились 1317 пассажиров и 908 членов экипажа. Через несколько часов после происшествия 712 спасшихся на шлюпках подобрал пароход «Карпатия». Обломки «Титаника» лежат на глубине около 4000 метров. Впервые их обнаружили в 1985-м, спустя 73 года после крушения. SS Eastland. Пассажирское судно «Истленд», базировавшееся в Чикаго, использовалось для экскурсионных поездок. 24 июля 1915 года корабль опрокинулся на бок, будучи пришвартованным к причалу на реке Чикаго. Погибли в общей сложности 844 пассажира и члена экипажа. После катастрофы «Истленд» был поднят и продан в ВМС США. После реставрации и модификаций получил обозначение канонерской лодки и был переименован в USS Wilmette. Он использовался преимущественно как учебное судно на Великих озерах и был списан после Второй мировой войны. Эстония. Крупнейшее кораблекрушение в Европе произошло в 1994 году, когда пассажирский паром «Эстония» попал в сильнейший шторм. На его борту находились 803 пассажира и 186 членов экипажа. В результате спасательной операции выжили около 140 человек. Причиной гибели парома стали конструктивные недостатки и тяжелые погодные условия. Однако расследование продолжается до сих пор. Корабль остается на дне Балтийского моря на глубине около 80 метров. Индигирка. Советский «Титаник», перевозивший грузы и пассажиров, в том числе заключенных и освободившихся после отбывания наказания, из Магадана во Владивосток, потерпел крушение 12 декабря 1939 года из-за сильного шторма и ошибки капитана. Капитан судна перепутал советский и японский маяки, и судно налетело на подводные скалы у берегов острова Хоккайдо. В результате крушения погибли 745 человек, что стало одной из крупнейших катастроф в истории мореплавания. За преступную халатность, повлекшую массовую гибель людей, капитан судна Лапшин был приговорен к расстрелу,